Он хочет валить тебя и Ларри Бориси, и всех, кто не пойдет за ним. Эй, people, привет! Хочу сказать перед началом спасибо за то, что поддерживаете мою цель достичь 10 тысяч подписчиков. А это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано», 2 сезон, 12 серия. Присаживайтесь, будет очень интересно. Тони вымораживает, что скоро его сестра станет уже женой одного придурка, а придурок станет как бы косвенным родственником уже самого Тони. Он замечает, что даже со своей русской шалавой у него как-то плохо настроение идет, и он решает с ней порвать, хотя ей это в принципе не нравится, но ему глубоко на это насрать. На встрече с Ричи, где присутствует даже его племянник, они разговаривают про всякие дела, и так Ричи получает отказ по всем делам, и показывает, что Тони его абсолютно как бы и не уважает. Адвокат говорит Джуниору, что адвокаты, другие, которые будут работать по делам, должны быть профессионалами, а профессионалы стоят очень больших денег, много сотен тысяч. Джуниор понимает, что Ричи был нахер послан Тони и теперь не знает, что делать. Ричи предлагает убрать Тони, потому что он единственная преграда для всех, что будет в принципе для всех некоторых людей в принципе и лучше. И предлагает договориться с некоторыми людьми, которые входят тоже в семью Демео. Жирная крыса Пусси уже готовится переехать во Флориду, чтобы заниматься своими делами после того, как Тони и всю его группу возьмут за задницу. Также Пусси дает те самые билеты, которые были заказаны у Т-1000-го. Кармела чувствует запах рябины на одежде Тони и так понимает, что он опять встречался с русской шалавой. Все собираются в новом доме Ричи, потому что всем плевать. Главное пожрать на халяву. Пусть и старается узнать какую-нибудь левую информацию, как раз надев микрофон, но Тони занят только обсиранием Ричи, которого вымораживает все, что с этим уебком связано. Тут ему позвонила сестра русской шалавы и говорит, что она решила сделать самоубийство, но ее откачали. Тони приходит в больницу ее навестить, и она рассказывает, что в России плохо. Медведи воруют детей, алкаши пьют с медведями, и даже некоторые депутаты пробрались в свои посты, будучи медведями. И людям как бы нравится, потому что медведи занимаются делами больше и лучше, чем обычные люди, которые жадные и халатные в своих намерениях. Сестра Тони уже выбирает себе нормальный мешок под названием «Платье невесты». Ричи решает найти себе союзников, но союзник начинает его троллить, говорит, что ни он, ни его отец не будут идти против Тони, потому что это полный пиздец. И наезд самой семье даже не допустим с его стороны. Кармела чувствует запах настоящего мужчины, и она находит душителя, который даже не ожидал встретить здесь Кармелу. Он говорит, что как бы, ну тогда не получилось, я прислал сменщика, но мы можем еще раз встретиться. В любой момент вы скажите, я приеду. Тони рассказывает Мелфи о том, как в России хреново жить. Когда ты едешь в маршрутке и говоришь водителю, чтобы он остановился где-нибудь на полдороге, люди хотят тебя убить. Вместо цифрового телевидения они используют антенны. Хотя ничего странного, что русские такие для него странные, потому что у русских игрушки были не из пластмассы, а железные, металлические, на которые наступишь, и он навсегда останется в твоей пятке. Но он понимает, почему русская шалава не хочет ехать обратно в Россию, потому что ее отец пил из-за того, что ее мать, его жену, просто украли однажды волки и утащили в лес. Но через 2 года она вышла и родила нескольких волчат, но не решила возвращаться к своей прежней семье, а осталась с нынешней. После этого ее отец бухал и в итоге сделал суицид. Но суицид в России не является весомым поводом для смерти, и в итоге он выжил. И все, что ему остается, это орать на соседей на улице, не вставая с кресла, смотреть выключенный телевизор и пиздить дочь. Ричи говорит Джуниору, что как бы кое-кто слился, не хочет поддерживать, значит вопросы надо решать уже и с ними, помимо Тони. И все равно ищет себе союзников. Пусть и приходит Криси на работу, расспрашивает, как дела. Криси говорит, что скоро будет налет на одну компанию и денег должно срубить много. Крыса начинает звонить ФБРовцу и говорит, что скоро будет налет, когда чего неизвестно. Он хочет во всем разобраться. Пусть, проследив за Криси, за его другом, не успевает, потому что вылетает машина, он сбивает человека и попадает в аварию. Русская шалава, боящаяся медведей, позвонила Тони
И в итоге их спалила Кармела, которая говорит намеком, что так и так, херово, когда тебе звонят русские шалавы. Ей было плевать, потому что она ждет душителя, но ее подруга говорит, что душитель просто обоссался, узнав, что ее муж бандит. Два полубокера встречаются, и один говорит другому, что его собирается скоро гасить Ричи. Сначала Тони в это не верит, но на самом деле он дает ему некоторые факторы, что он уже ходил к некоторым людям и ему отказали. Тони дает поручение Данте, что Ричи нужно отправить в историю. Дженнис, которая сестра Тони, начинает готовить ужин и разговаривать про сына Ричи, который является геем. Ричи этот разговор не нравится, и она говорит, какая разница, долбится он или не долбится, главное, чтобы был хороший человек, но Ричи это не нравится, и он въебывает ей прямо в лицо. Так как у них была традиция заниматься интимом с пистолетом, он думает, что она хочет интима, но она в него стреляет сначала в сердце, а потом уже и в еблет. Позвонив Тони, он приезжает и с одной стороны рад, а с другой стороны как бы не удивлен тому, что как бы его сестра именно сделала это. Если бы Пусси не был доносчиком ФБР, то он бы сел, а так как бы хоть человек и в коме, все равно он не является ФБРовцем. Приезжает Фурио с Криси и понимает, что это утро они проведут в мясном магазинчике, разделывая мясо под колбасу. Тони говорит, что его сестра не виновата, хотя на самом деле она виновата, потому что она убила человека, и надо тебе валить, хотя в следующем сезоне она все равно вернется. И придя домой, он говорит, что Ричи мертв, и он хочет спать.